Так, друзья, привет. Я вижу, у нас эфир идет. Так, ну что, расскажу вам, что у нас в этом предновогоднем выпуске. Расскажу, что у нас произошло за последний год. Вот, также отвечу на ваши вопросы. Правда, плоховато видно, далековато, что там пишут. Зашел в Инстаграм нашего проекта «Ветер». Но здесь почему-то эфир у меня не появился пока что. Так, ну что, друзья, давайте я вам расскажу. Значит, события 2020 года, как и говорят многие, непростого. Но так или иначе, мы сделали очень серьезные вещи. Такие как получили диплом 100 лучших изобретений России. Значит, изготовили рабочий прототип высотой 1,2 метра. Как он работает, можно посетить сайт и увидеть его работу. Но сегодня, к сожалению, очень сильный мороз в Новосибирске, более 30 градусов, камера немножечко перемерзла. Я думаю, что в ближайший день-два эфир будет восстановлен. Так, изготовили, значит, два контентных макета высотой 2,3 метра. Каждый из которых состоит из более чем 1200 деталей. Каждая деталь, она эксклюзивная, сами понимаете. Значит, получили резидентство инновационного центра Сколково. Изготовили макет 15 метров квадратных по проектам «Город» и «Ветер». Данный макет состоит из более чем 8000 деталей, каждая из которых у нас была изготовлена и разработана нами. Так. Состоялась единственная за всю историю выставка-экспозиция в Российской академии наук, где мы получили, значит, автограф от академика Фортова Владимира Евгеньевича. Значит, на патенте он нам написал «Только вперед». Скоро выйдет обновленный ролик «Технология», где будет также небольшое вставленное интервью с академиком по нашим проектам. И вы услышите, что он о них говорит. Так, значит. Также проектное предложение по Сочи. Мы подготовили проектное предложение по Сочи, и оно было включено в альбом «Инновационное предложение Российской академии архитектурных и строительных наук». Что еще раз доказывает, соответственно, то, что данная технология применима, необходима к своей реализации. Так, и разработан и изготавливается рабочий прототип энергогенерирующего здания высотой 1,4 метра. Это объект будет в новой архитектуре, нового типа, он будет более презентабельный. Он должен будет выполнять такие задачи, как работоспособность без ремонта долгая. Его можно и нужно будет, просто он должен будет помещаться в багаж обычных чемоданов, в пару обычных чемоданов, для того, чтобы можно было очень быстро его переместить из одной точки в другую. К сожалению, конечно, границы сейчас закрыты, но в какой-то момент они все равно будут открыты, и нужно будет распространять эти макеты по миру. Очень большое желание доставить его в Японию, в Южную Корею, значит, в Португалию, в Италию, во Вьетнам, в Китай. И также, конечно же, их работу транслировать в онлайн-режиме на нашем сайте. Так. Да, ребят, еще также у нас обновлен лендинг по проектам «Ветер». Сейчас там у нас есть вкладка «Команда». Там появляются уже первые лица, в которых мы очень уверены, что это надежные, серьезные ребята, которые уже показали свои возможности за последний год работы в нашем проекте. Вот. И также у нас скоро появится вкладка, это наблюдательный комитет. Наблюдательный комитет, состоящий из, соответственно, наших инвесторов, для которых будет доступна вся информация
о поступлении вот, и расходовании этих самых инвестиций. Вот. Каждый сможет оценить, насколько они эффективно расходуются. Я думаю, по этому показателю оценка 5+ от них будет получена. Я в этом уверен. Так, значит, размещена экспозиция в торгово-развлекательном центре Афимолл, Москва-Сити. Вот, она сейчас там находится, каждый из вас может с ней познакомиться. Также она будет там как минимум еще в январе находиться. И я надеюсь, может быть, даже еще дольше. Как ее найти? Это просто свяжитесь, пожалуйста, с любым контактом на нашем сайте, и вам дадут подробную информацию, как ее, значит, ее координаты в торговом центре Афимолл. Ну и также получена у нас премия «Стартап года» по версии Fashion TV. Это тоже, я считаю, такое интересное достижение. Тогда, когда даже такие развлекательные какие-то каналы, компании чувствуют свою социальную ответственность, корпоративную социальную ответственность в вопросах экологии наших городов, нашей планеты. Поэтому это тоже позитивный тренд. Там были также приобретены очень интересные контакты. И, знаете, пару патриотов, которые сказали: ну слушай, мы прям будем использовать наши возможности для того, чтобы продвигать этот проект. Вот. Ну а возможности какие? То есть это большая аудитория в Instagram, это доступ к телевидению и массовым YouTube каналам. Так, и, ребят, что у нас еще происходит? Активно ведем работу по подготовке к выставке Экспо Дубай 2021. Вот. И, соответственно, это крупнейшая выставка, которая пройдет за последние 4 года. Она бывает раз в 4 года. Весь мир туда приедет за инновациями. Вот. И, соответственно, я думаю, что наш стенд, он просто обязан будет вызвать большой интерес у потенциальных заказчиков наших технологий. Ну и что, ребят, самое главное, что у нас сегодня делается, это ведется работа на территории 75 стран по получению патентов. Более 70 стран. Вот мало кто понимает, что это означает, но давайте вот на это немножко заострим на этом внимание. То есть, смотрите, на территории каждой страны есть юрист, патентный поверенный, он гражданин этой страны, как правило, это аттестованный специалист патентным ведомством того или иного государства. Так вот, каждому выдана доверенность, это сделаны переводы, значит, заключен договор, соответственно, оплачена его работа, оплачены государственные пошлины того или иного государства. И такая работа у нас сегодня ведется на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Абхазии, Армении. Я вам прям списком зачитаю, чтобы каждый из вас почувствовал, сколько уходит времени лишь только на перечисление этих самых государств. Значит, Абхазия, Армения, Австрия, Азербайджан, Австралия, значит, Босния, Бельгия, Болгария, Бразилия, Беларусь, Канада, Швейцария, Китай, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Египет, Испания, Великобритания, Грузия, Греция, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Исландия, Италия, Финляндия, Франция, Япония, Хорватия, Киргизия, Камбоджа, Южная Корея, Казахстан, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Люксембург, Марокко, Монако, Черногория, Молдавия, значит, Македония, Мальта, Мексика, Малайзия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия. Немножко устали, да? Но, ребят, а представьте, сколько сил нужно потратить, чтобы, соответственно, эту работу сделать, а не просто перечислить эти флажки. Так это еще не все. Оман, Филиппины, Польша, Португалия, Сербия,
значит, Румыния, Саудовская Аравия, Швейцария, Сингапур, Словения, Словакия, Сан-Марко, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, США, Вьетнам и Южноафриканская Республика. Ну что, вот, ребят, лично меня берет гордость за тот объем проделанной работы, за, соответственно, наши достижения совместные. И представьте, все эти события, они произошли в тот момент, когда весь мир, можно сказать, парализован. Во всех смыслах парализован, в том смысле, что люди не знают, как будет завтра происходить. То есть по пирамиде Маслоу люди всегда, они в первую очередь пытаются себя обезопасить, накормить, а уже потом все остальное. Так вот, инновации и инновационные проекты, сами понимаете, не относятся ни к первой, ни к второй ступени по пирамиде Маслоу. Вот. Но так или иначе, мы чувствуем поддержку от наших инвесторов. Их сегодня в проекте «Ветер» уже более 3000 человек. Вот. Поэтому это дает понимание того, что мы не остановимся, какая бы ситуация в мире сегодня у нас не происходила. В общем-то, если мы говорим о крупных новостях, то вот они на сегодняшний день выглядят вот таким образом. И еще, друзья, есть небольшая проблема. Телефончик достаточно далеко от меня находится, и я не все вопросики вижу. Вот. Была надежда, что я буду видеть их в инстаграме «Ветер Город», но, к сожалению, здесь этого я не вижу. Вот. Тогда я не знаю, как мы поступим. Давайте я сейчас, наверное, телефон возьму в руки, поставлю его к себе ближе и попробую почитать ваши вопросы. Так. Так, сейчас мы их отмотаем. Так. Ага. Так, я вижу, здесь у нас все шлют приветы. Так, а вопросиков пока у нас нет. Ага. Так, ну что, друзья, если что там у нас? Так, если у нас вопросиков нет, тогда будем считать этот год. Получается так. Вот есть вопрос. Как дома будут чувствовать себя от вибрации генератора? Садуло задает вопрос. У нас вообще вибрации никак не предполагается. Если мы говорим о самих ветроустановках, то скорость их вращения 3-5 оборотов в минуту. Поэтому вибраций там просто нет куда взяться. А если мы говорим про генераторы, то возможность разместить генераторы под уровнем земли не представляет никакую сложность. И вообще вибрации от них особо не ожидается. Если вы возьмете, например, генератор от автомобиля или что-то покрупнее, и, в общем-то, если он хорошо отбалансирован, изготовлен, то не получите от него особых вибраций, которые бы мешали жить человеку. Так. Вопросики. Ага, пишет Алекс, все предельно ясно, понятно, идем дальше. Так, Драган нам привет передает. Так, Офтин Максим спрашивает, какая стоимость доли после повышения было 6,1 копейки. Но вы обратите внимание, что в каждом пакете уменьшилось количество на 2%. То есть теперь на 2% долей в каждом пакете стало меньше. В среднем где-то 2%. Вот. Так, еще вопросик у нас. Когда планируете? Что планируем? Планируем что? Ну что, ребят.
Честно говоря, с YouTube удобнее вести эфир, потому что все видишь вопросы на большом экране, а в Инстаграме их видно только вот в маленьком окошечке. Вот еще пишет, как прошла встреча в Дубае. Ребят, ну в Дубае сейчас есть диалог, вот, диалог есть, определенный интерес также у нас имеется, поэтому говорить сегодня о каких-либо достигнутых результатах я не могу, потому что подписанных документов пока еще нет. Вот. Но процесс идет. И как он идет, это мне на самом деле очень нравится. Так, Садуло спрашивает, когда на IPO? Садуло, ну, на самом деле, у меня нет ответа на этот вопрос однозначного. То есть нужно нам прежде всего добиться реализации нашей продукции. Наша продукция это лицензии на использование технологий. Так вот, чтобы эти лицензии покупали, чтобы бизнес понимал, что это работает, вот, и что это может приносить хорошие дивиденды для них, им нужно это показать в работающем реальном объекте. Мы к этому, соответственно, идем. То есть есть план участия в выставке Dubai Expo 2021. И, соответственно, там мы уже точно определимся с участком под застройку нашего первого объекта. У нас на самом деле есть уже пару предложений. Вот. Одно из них это территория Южноафриканской республики, ЮАР. Вот. А второе предложение у нас в Хорватии. Вот. Но пока, ребят, мы все-таки не будем торопиться. Понятно, что участки есть и будут, и их будет только больше. Все-таки нужно определиться уже будет тогда, когда выставка у нас в Дубае будет окончена. И тогда мы уже приступим к реализации нашего проекта. А когда мы его построим, то тогда уже дела будут идти очень быстро, и у нас появятся все шансы выйти на IPO. То есть для того, чтобы выйти на IPO, нужно показать прибыль не менее 5% от своего уставного капитала. Вот, что тоже задача может быть непростая, потому что уставный капитал у нас очень будет большой, так как мы, получив патенты во всех странах мира, должны будем их отнести на оценку оценщику, вот, он их оценит, и это пойдет в уставный капитал. То есть они будут принадлежать этой компании, вновь зарегистрированной компании, и будут являться основанием для эмиссии акций. Так, пишет Лен Федер. Какая страна больше заинтересована в вашей разработке? Начнем с того, что о нас еще почти что никто не знает. Ребят, мир – это 7 миллиардов человек. Вот. Мы, на самом деле, переговоры-то вели очные только лишь с одним человеком на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому ни Китай, ни Япония, ни США и Европа, они пока о нас не знают. Поэтому пока не приходится говорить о том, какая именно страна больше заинтересована, соответственно, в нашей разработке. Так, держим кулачки. Да, конечно. Так. Правильно, Денис, сначала первоочередные цели. Угу. Так, что с Африкой? Какой интерес возник у них? Ну что с Африкой? С Африкой у нас был диалог в Zoom. Диалог достаточно продолжительный. По Африке это был Zoom с королевой Шебой. Скоро, кстати, выйдет новость об этом на сайте. Формируется рабочая группа. Вот, и они начинают задавать вопросы, типа, готова ли ваша команда постоянно находиться на территории ЮАР, готова ли она делиться со специалистами Южноафриканской республики, собственно, технологией, и, в общем, когда бы это все могло быть. Вот. Ну, ответы у нас такие, что всегда говорит «да». Мы готовы. Мы готовы, но именно начать строительство мы можем себе позволить только лишь по окончании выставки Экспо 2021. Так, вопросики. Выставка в Сербии возможно? Выставка в Сербии, возможно, но не знаю, насколько это актуально, потому что мы видим опять, что у нас границы закрыты, и у нас впереди очень крупная выставка
Экспо Дубай. Вот доставить макет, рабочий прототип в Сербию, найти для него хорошее место, красивое, да, и установить видеонаблюдение для трансляции на сайте, вот это скорее, да, более достижимая цель. И давайте договоримся это сделать. Ну что, ребят, с наступающим всех Новым годом. Будем считать, что... Не будем считать, а мы понимаем, что у нас все идет очень даже хорошо. Я надеюсь, каждый с этим согласится. Пишите комментарии к этому видео, если кто-то вопросы задал. Я эти комментарии посмотрю в течение суток и дам каждому персональный ответ. С наилучшими пожеланиями, с наступающим Новым годом. Увидимся в 2021 году. Всем пока!